Так, друзья, всем привет! Сегодня небольшой видеообзор цветения орхидеи Майя в варианте цветения мутационного бабочки. Вот с такими, видите, на боковых лепестках с защипами. Что создает такой, знаете, визуальный эффект крыльев бабочки. Вот этих вот боковых. Очень красивые, интересные. И, надо сказать, дорогая орхидея. Да, на сегодняшний день она входит, наверное, в десятку одних из самых дорогих орхидей в продаже, но вот именно в варианте цветения вот именно бабочки. Я еще приготовил орхидею Трилипс, азиатскую супер Майю от садовника Сонья в варианте цветения. Продавалась она как бабочка, но, к сожалению, расцвела в домашних условиях в первом цветении трилипсом. Я еще раз ее сегодня в этом обзорчике покажу. Сегодня вот снимаю видео специально, чтобы запечатлеть цветение 2023 года. На канале у меня есть видео, в которых я ее снимал в цветении 2022 года, в цветении 2021 года. Эта орхидея у меня уже несколько лет. И вот каждый раз, друзья, она радует вот таким вот кучерявым, я бы так сказал, ну, не совсем, знаете, грустным количеством цветочков, а таким вот, знаете, кучерявым цветением, вот такое деревообразное. Это орхидея такого не каскадного цветения она, а вот сразу зацветает вот таким вот большим, сказать, таким ветвистым, раскидистым деревом. Вот такие вот цветочки. И сейчас я вам поближе и ее покажу, и азиатский вариант. Это, значит, вот это вот Майя европейская, голландская, стандартная орхидея. А это у нас, я имею в виду по возрасту, а это у нас деточка в первом своем цветении, азиатская. Вот она, вот такая вот. Должна была быть более насыщенной, чем вот эта вот орхидея по окрасу, по, значит, представлению продавца. Ну вот она, видите, расцвела вот таким трилипсом. У нее и губа, вот эта вот нижняя, и боковые лепестки, видите, повторяют форму губы. Поэтому отсюда и название трилипс, три губы. Липс губа, трилипс, ну, вроде как три губы. Да? Two lips. One, two, three. Three lips. Three lips. Ну, его называют трилипс. В общем, вот такая вот, друзья, красотка. Интересная. Ну, мне, надо сказать, трилипс интересен в плане коллекции. То есть трилипс мне, конечно, не очень нравится, в отличие от самой вот бабочки, Майи бабочки. Но трилипс для коллекции, для сравнения, ну, чтобы вот визуально сравнивать этих красоток и видеть, как еще мутационным вариантом Майя может цвести, очень даже и неплохо. Вот такая вот красота. Орхидея, кстати, цветет из моего опыта владения этой орхидеей уже несколько лет. Она цветет не менее 6 месяцев. Я бы так сказал, от 6 месяцев. Ну, хотя при разном содержании, при разных условиях, возможно, она будет цвести где-то у кого-то и поменьше. Ну, вот у меня вот она 6-7 месяцев цветет стабильно. Цвет у нее не выгорает желтый. Вот как она раскрылась вот таким вот желтым, так вот она и есть. Такой вот нежно-желтый окрас. И вот эти вот веснушки, похожие на стружки замороженной малины,
как будто взяли из морозилки, достали малину и на мелкой терочке эту замороженную малину на вот эту фисташковое мороженое натерли. Очень-очень такой, знаете, красивый рисунок у этой орхидеи. Я всегда говорил и говорю, что, значит, красоту орхидей непосредственно нужно созерцать прямо вот вблизи, не издалека, а вот именно рассматривать каждую орхидею вот так вот индивидуально, вблизи, и можно получить прям огромный эстетический кайф. Такое, знаете, визуальное удовлетворение вот от этих красоток. Посмотрите, какая прелесть. Что-то такое, знаете, космическое в этом есть. Когда смотришь, например, ночью на небо, в чистом где-нибудь поле, и видишь Млечный Путь. Вот примерно то же самое ощущаю, когда смотрю вот на орхидею Майю и вот на эти ее веснушечки малиновые. Такой своеобразный Млечный Путь, но только малиновый путь на фисташковом мороженом. Да, вот такие вот у меня ассоциации возникают при том, когда смотрю именно на эту орхидею. Ну, а какие будут возникать от просмотра Майи вот этой вот трилипса, вот этой новенькой красотки, малышки. Это ее первое цветение, конечно. Я подожду еще второе домашнее цветение, когда будет уже, в принципе, ясно, что там с орхидеей. Возможно, она во втором домашнем цветении, возможно, но практика говорит о том, что это маловероятно, но все равно вероятность есть, конечно, что в домашнем цветении эта орхидея новенькая процветет так, как было продавцом заявлено. Вот. Что касается Майи, то здесь на 100% она бабочка, потому что уже много раз в своих всех последующих цветениях она 100% процветала бабочка, без каких-либо отклонений. То есть, чем дольше она цветет, тем больше вероятность того, что и детки на цветоносах, и прикорневые детки у такой взрослой орхидеи будут появляться тоже бабочками. Ну, как правило, появляются бабочками. По крайней мере, в моем опыте ни разу у таких орхидей появлявшиеся детки не цвели как-то не так, как сама мамаша. В общем, друзья, не забывайте ставить лайк, делиться этой красотой в своих социальных сетях, на своих страничках. Ну и, соответственно, друзья, жду ваше мнение по этой орхидее. Что вы думаете о ее окрасе и вообще о самой этой красотке.